Приветствую подписчиков и гостей нашего канала. Новый год, новогодние изделия я решила начать с очень простой косметички. Вот такие обрезочки мебельной ткани, они все в клею. Вот сейчас мы это все уберем. Вот видите, сколько здесь выбросов получается. Этикеточку срежем. Ткань очень красивая, но вся она вот такая уработанная, потому что это образцы ткани были. Все мы это обрезаем. И вот наши результаты обрезки. И вот у нас получаются такие небольшие кусочки. Из них мы складываем прямоугольник. Это самая простая косметичка. Я думаю, что даже размеры не стоит указывать. Любой прямоугольник, какой у вас получится, и у вас будет замечательная косметичка. Стачиваем все это достаточно традиционным способом, чтобы получить нам такой прямоугольник. Ткани мебельные, плотные, толстые. Видите, швы стоят на ребро. И для того, чтобы нам их сделать более плоскими, я проложила сверху отделочную строчку по каждому шву. Таким образом изделие будет ровно лежащее у нас. Ткани хорошо между собой сочетаются по цвету. Я думаю, что все получится хорошо. Вот такой плоский у нас прямоугольник получился. Точно такого же размера, из какой-то другой ткани потоньше, нужно подготовить подклад. Подклад тоже получился сточной у меня, но ничего страшного. Для того, чтобы сделать косметичку более нарядной, я решила ее декорировать немножко. Все-таки я готовлю подарок для подруги. Такую вот полоску кружева, она достаточно широкая для меня, для этой цели. Я ее разрезаю пополам и хочу этой полоской кружева украсить вход в косметичку, там где будет молния. Каждый срез совмещаю срез кружева и срез подклада. И вот так вот пришью сейчас двумя строчками, потому что кружево широкое, двумя строчками пришью кружево. Вот кружево пришито. Можно собирать косметичку. Уверена, что вы за час ее соберете. Это очень просто. Даже те, кто не любит втачивать молнии, как не люблю это я. Но здесь это очень самый простой способ обработки молнии. Так, лицевую сторону молнии кладем на лицевую сторону изделия нашего вот так в край. Молния, видите, у меня подлиннее, это даже удобнее так обрабатывать ее. Накрываем также лицевой стороной подклада. И все фиксируем зажимами, как обычно, или булавочками, как вам удобнее. Все хорошо расправляемся, срезы поправляем и прокладываем здесь строчку. Строчку проложили, разворачиваем все это на лицевую сторону. Вот видите, вход у нас оформлен полоской кружева, такой будет симпатичный внутри. Все это хорошо, аккуратно расправляем. И зафиксируем сверху отделочной строчкой. Вот края все сделали параллельными друг другу, края прямоугольника. Здесь лучше зафиксировать булавками и проложить строчку. Так, строчку проложили. Проверяем, не закусывает молния, нет, все хорошо двигается, все ровно. Конечно, надо пришивать на лапки специально для одностороннего шитья. Совмещаем лицевую сторону с лицевой стороной, таким вот образом. Потом поднимаем изделие и подклад также складываем пополам. Вот. Совмещаем срезы молнии, подклада и лицевой части. Перекусываем наши зажимчики. И снова односторонней лапкой прокладываем строчку вдоль молнии. Так, молнию проложили. Все это сейчас выворачиваем. Молния пока чуть длиннее, ничего страшного. Проверяем, правильно ли у нас все пришито, не закусывает ли молния. Все хорошо. Сейчас мы аккуратно расправляем вот эту часть молнии зажимами или булавочками. Опять можно зафиксировать, чтобы нам проложить сверху отделочную строчку. Как видите, с этой стороны у нас получился вход в карман, украшен кружевом. Не ярко, не броско, так деликатно. Так, зажимы нам в помощь. Все расправили аккуратно. И сверху строчку кладем. Так, молния у нас вшита. Проверим еще все со всех сторон. Все аккуратно запаковано. Кружево хорошо тут смотрится при входе. Так, застегиваем. Так, вывернем наизнанку и расположим молнию таким образом, чтобы она была чуть ниже верхнего сгиба. 2-3 сантиметра здесь значения не имеет, может быть сантиметр.
Обязательно здесь молнию нужно на этом этапе расстегнуть, потому что иначе потом не сможем вывернуть. Фиксируем все зажимами или булавками и строчки по бокам. Все прострочили мы. Теперь можно на молнию обрезать. Концы молнии, которые свисают, они уже не нужны. Осталось только обработать боковые срезы, и косметичка готова. Для этого нам нужны полоски ткани шириной 3,5-4 см примерно и на 4 см на 5 см примерно длиннее, чем боковой срез наш, который мы будем обрабатывать. Для того, чтобы нам по 1,5-2,5 см можно было завернуть, обернуть край, угол. Вот, аккуратно совмещаем срез нашей полоски и край косметички. Второй край также подворачиваем. И здесь у нас строчка. Аналогично делаем и со второй полоской. Все прошили. Перегибаем полоску на отделочную полоску на вторую сторону. Аккуратно подгибаем на 2 раза. И все зажимами опять фиксируем. Я знаю, что в комментариях пишут, не любят обрабатывать бейкой, но попробуйте, это очень просто. И я уверена, что вот на такой косметичке можно и учиться как раз таки, чтобы и в дальнейшем потом использовать бейку в обработке. Как видите, она сама тут ложится хорошо. Аккуратно расправить, подогнуть, еще раз подогнуть. И все булавочками или зажимами хорошо зафиксировать. Все, кладем строчку, аналогично мы обрабатываем нижний срез. Как видите, косметичка готова. Не прошло и часа, косметичка наша с вами готова. Вот обязательно нужно здесь щель оставлять открытой, молнию, иначе не вывернуть. Так, открываем и выворачиваем изделие. Внутри у нас все чисто обработано. Так, выверну за кадром. Косметичка готова, но так как я хотела ее подарить своей подруге, то я решила ее немножко украсить. Достала из своих закромов бисер, бусины, все, что было желто-бежевого, коричневых оттенков. И вот выбрала такие крупные бусины, симпатичные, на мой взгляд. Их нужно, конечно, фиксировать вручную уже. Я маркером наметила, куда я их пришью. Вот я их пришила. И еще здесь украсила полоской бисера в тон, такого приятно розово-бежевого оттенка. Может быть, на камеру, конечно, от бисера не смотрится, но в руках такую сумочку, такую косметичку держать приятно и дарить приятно. И вот готовый результат. Надеюсь, что моя подруга будет довольна. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи на новых проектах. Проектах будет много разных, интересных. Спасибо.